Путин и Зеленский отдали приказ наступать, отказ Москвы от уступок, армию призвали капитулировать. Спешный вылет Зеленского из страны, неделя отсутствия в Киеве, срочный звонок в Вашингтон, куда и почему. Огружение офиса президента, новый призыв и ультиматум власти, что на этот раз? Центр Киева занят силовиками и взят под защиту. Режим ЧС введен, Россия готовится к ударам на уничтожение, новые правила для бизнеса в РФ. Окружение Путина поддержало Украину, второе признание за 2 недели. Каков посыл? Нападение отменяется, официальное заявление Минска, смена эпохи, к чему готов новый главком ВСУ, кривая вниз, рейтинг Зеленского, на какой отметке завис, переговоры Лаврова и Рубио офлайн, военные НАТО подняты по тревоге, российская ракета у берегов Норвегии, а также регион отделяется от страны, люди готовятся к референдуму, об этом и не только в выпуске. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», 23 июля на календаре, давайте начнем. Россия готовится к новым дальнобойным ударам на уничтожение. Еще один маркетплейс, Яндекс.Маркет, вслед за Wildberries и Озон переписал правила игры. Он обновил условия сотрудничества с продавцами и освободил себя от ответственности за невыполнение обязательств в случае атак беспилотников, ракетных ударов, обстрелов и взрывов. Новая редакция оферты вступила в силу 20 июля. К форс-мажорным обстоятельствам компания также отнесла боевые действия, теракты, введение военного или чрезвычайного положения, массовые беспорядки, митинги, забастовки, ограничения властей и стихийные бедствия. При этом еще в версии договора от 1 июля такого подробного перечня чрезвычайных событий не было. Ранее освобождение от ответственности распространялось на обе стороны соглашения, однако теперь соответствующий пункт касается только маркетплейса. Кроме того, Яндекс.Маркет больше не обязан уведомлять продавцов о наступлении форс-мажора и подтверждать его документально. Решение принято на фоне ударов по логистическим центрам Wildberries в Подмосковье, Тамбовской области, Краснодаре и Ставропольском крае. В то же время в России еще ликвидируют последствия вчерашних ударов. Власти объявили о введении режима ЧС. Возгорание на территории логистического комплекса в Невинномысске локализовано. Пожарные продолжают работу по его полной ликвидации. Наши огнеборцы действуют профессионально, мужественно и слаженно. Спасибо сотрудникам всех служб, кто работает на месте происшествия. Нас не сломить, победа будет за нами. Приказ наступать и менять ситуацию. Целая матрица кризисов ожидает нового главкома ВСУ. Дропатому, который сменил Сырского на посту, предстоит решить сразу несколько ключевых проблем. Речь о системе мобилизации и призыва, подготовиться к возможной новой волне российской мобилизации и не только. Об этом говорится в материале New York Times. Западная пресса сейчас активно реагирует на масштабную смену командования ВСУ. В материале пишут, что 43-летний генерал-майор Дропатый также должен уделить внимание, а точнее защитить энергосети Украины от зимней кампании ударов России в условиях, когда у наиболее совершенных систем ПВО Украины заканчиваются боеприпасы. Это была цитата. Кроме того, он должен сдержать российское наступление и не допустить захвата оставшихся опорных пунктов обороны на Донбассе, на востоке Украины, говорится в материале. Но и это не все вызовы. Придется еще учитывать и интересы Зеленского. Для генерала Дропатова взаимодействие с офисом президента потребует баланса, отмечают аналитики. Его будут тянуть в разные стороны между отстаиванием оперативной независимости, которые требуют военные реформаторы, и необходимостью учитывать склонность Зеленского к прямому управлению боевыми действиями. Уже в другом материале смену командования ВСУ New York Times называет событием, которое знаменует конец эпохи. Авторы напоминают заслуги Сырского, в частности оборону Киева, и при этом пишут, что его сильные стороны в начале войны и непреклонный характер, возможно, в конечном итоге и привели к политическому падению. Его уход знаменует конец эпохи, смену старой советской военной гвардии на более молодое поколение командиров, которые приняли технологические инновации и совместное руководство. Генерал руководил расширением дроновой и роботизированной войны на поле боя, но командиры и их сторонники на передовой призывали к еще более быстрым темпам развития, считая это ключом к победе над мощным противником. Сырский при этом уже заявил, что передает Дропатому наступающую армию, а Зеленский приказал преемнику Сырского тоже наступать и продолжать действия бывшего главкома. Сам же Дропатый предупредил, работает без громких обещаний и с уважением к людям, которые держат фронт.
Президент Украины поставил перед нами четкие задачи: продолжить и усилить наступательные действия во всех доменах, планировать новые операции в тылу противника, развивать армию и технологии в ней, наращивать возможности вооруженных сил Украины. Протесты не закончены. Людей призвали выйти на улицы ради новой волны митингов и окружить офис Зеленского. Поставлен новый ультиматум. И на этот раз требование одно – вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны. К бессрочной акции призвал ветеран Дмитрий Козятинский. Именно по его призыву в Киеве начались первые протесты и митинговали за отставку главкома Сырского. О новом протесте он написал в соцсетях. По его словам, отставку Сырского власть выполнила, а вот второе требование протеста о Федорове так и осталось без ответа. Козятинский призывает людей выйти на площадь Ивана Франка в Киеве. Это ближайшая площадь к офису Зеленского. От нее до дверей считанные метры. И выходить каждый день, пока сам Зеленский не услышит людей. Мы должны сделать все возможное, чтобы власть услышала и удовлетворила все требования общества. Поэтому призываю в пятницу 24 июля в 20:00 выйти на площадь Ивана Франко в Киеве и на центральные площади других городов Украины, чтобы начать бессрочный протест. За день до новой волны запланированных протестов центры Киева занимают силовики и берут под защиту. 23 июля центральные улицы столицы будут перекрыты. Управление государственной охраны заявляет, что это связано с тем, что под охрану будут взяты иностранные делегации, которые прибудут в Украину. Какие именно и кто, на момент записи было неизвестно. Срочный звонок из Киева в Вашингтон. Зеленский провел переговоры с Уиткофом и Джаредом Кушнером, представителями Трампа, которых до сих пор ждут в Украине, но те не едут. Главная тема – возобновление переговоров о мире. Хороший и важный разговор о том, как активизировать дипломатию и приблизить мир. Мир нужен, мир с достоинством, и Украина уже давно к этому готова. Наши команды остаются в тесном контакте, в частности, чтобы продолжить работу над всем, что мы обсудили. Благодарю Стива и Джареда за личные усилия ради мира. Звонок состоялся на фоне заявления из Киева о том, что Зеленский спешно собирается вылететь из страны, в частности в США, на этой неделе и в длительную командировку. Инсайт публикует депутат Железняк, который утверждает, что Зеленский летит на переговоры о мирном треке и на похороны сенатора США Линдси Грэма, последней командировкой которого была поездка в Киев. Учитывая, что командировка запланирована на ближайшие дни, а похороны американского сенатора Грэма будут только 28 июля в Вашингтоне, плюс разница во времени, дорога, получается, что почти неделю Зеленский не будет на месте. Но и ожидать каких-то дополнительных решений вряд ли имеет смысл. Рад буду ошибиться. Переговоры с США проводит и Москва. Уже сегодня, 23 июля, госсекретарь Рубио будет говорить с главой МИД РФ Лавровым. Встреча офлайн в Маниле, где проходит форум глав МИД стран АСЕАН. Накануне в Госдепе заявили, что России необходимо завершение войны, а США могут сыграть в этом конструктивную роль. Знаете, очевидно, что война в Украине, на мой взгляд, во многих отношениях препятствует способности России и США находить точки соприкосновения по другим темам. Это не означает, что мы не будем пытаться найти другие сферы потенциального сотрудничества, но в то же время мы хотели бы видеть завершение этой войны. Мы считаем, что для России было бы хорошо, если бы эта война закончилась, поэтому мы поднимем этот вопрос. Путин отказался от любых уступок, отдан приказ наступать, об этом уже пишет Bloomberg. Накануне в опубликованном материале говорилось, что Россия больше не рассматривает возможность возвращения Украине части территорий, которые сейчас под триколором, и намерена сохранить приграничные районы в качестве буферной зоны. Речь о Сумской и Харьковской областях. А причина ужесточения позиции – это то, что неформальные договоренности, обсуждавшиеся во время встречи Путина и Трампа на Аляске, больше не действует, так считает Москва. В то же время военные уверяют Путина, что Донбасс может быть взят в ближайшие 4 месяца. Россия готова вернуться к переговорам только после того, как Путин достигнет цели по взятию Донецкой области, сообщили два источника, близкие к Кремлю. Министерство обороны России заверило президента, что сможет установить полный контроль над районом к концу года, рассказал один из источников. Многие в российском военном руководстве считают этот график нереалистичным и полагают, что полный контроль над Донецкой областью удастся установить только в течение 2027 года, сообщил источник, близкий к Министерству обороны в Москве.
В Кремле при этом уже призвали не обращать внимания на публикацию Bloomberg и вновь призвали Зеленского капитулировать. Кремль назвал условия завершения войны. Вывод войск ВСУ – это главное требование Путина. Окружение Путина обратилось к Зеленскому. На Банковой второй раз за 12 дней уверяют, что близкие к лидеру Кремля люди передают слова поддержки идеи Украины о прекращении огня и завершении войны. И что альтернативы миру нет. Вечером 22 июля Зеленский вновь повторил, он готов к остановке боевых действий, а украинские удары по России создают токсическую атмосферу вокруг Путина. Только Путин является причиной тех потерь, которые несут россияне. Его окружение это понимает, сигнализирует нам, сигнализирует нашим партнерам. Российское общество все больше начинает это ощущать. Нужны решения, чтобы был мир. Украина давно к этому готова. Сейчас делаем все, чтобы завершение этой войны было достойным. Кривая вниз. Зеленский больше не лидер. Резко просел и опустился на 4-е место его рейтинг. Ваша любимая рубрика «Опросы». Согласно новому опросу соцгруппы «Рейтинг», Зеленскому доверяют 59% украинцев. Впереди него сразу трое. Возглавил рейтинг экс-главком ВСУ, а ныне посол в Британии Валерий Залужный – 70%. Следом идет недавно отправленный в отставку министр обороны Федоров. Третьим стал глава офиса президента Кирилл Буданов – 62% поддержки. Также социологи измерили отношение украинцев к кадровым перестановкам на верхушке власти. Увольнение Федорова не поддержали 72% опрошенных. А вот отставку главкома ВСУ Александра Сырского одобрили 55% опрошенных. Нападение отменяется, ситуация на кордоне спокойная. Минск заявил, что нет никаких признаков готовящейся агрессии против республики. Министр обороны страны Виктор Хренин после доклада Лукашенко сказал, что обстановка вокруг страны стабильна. По его словам, у соседей минимум учений и минимум полетов, а на украинской стороне Минск видит лишь прикрытие границы. При этом Киев северное направление не расслабляет, украинские пограничники уже усиливают рубежи со стороны Беларуси, рвы с водой, колючая проволока, бетонные заграждения и постоянная аэроразведка. Еще недавно в Минске грозили ответить Украине всем потенциалом в случае прорыва границы. При этом в Киеве говорили обратное: не ВСУ собираются наступать на Беларусь, а Россия с территории РБ. На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Военные подняты по тревоге. Российская ракета у берегов страны НАТО. Норвегия на ушах. Ракету обнаружили на севере страны, в Баренцевом море. На обломки наткнулись рыбак и фотограф, сделали фотографии. По их словам, металлический обломок был длиной около 1,5 метра, предположительно от российской ракеты. Об этом сообщает норвежское издание НРК. Мужчины сразу вызвали военных, на место вышла береговая охрана, но опоздала. Из-за ветра и шторма волны унесли находку обратно в море. В оперативном штабе вооруженных сил Норвегии саму находку комментировать не стали, но признали тревожное. Такие объекты у берегов страны уже не редкость. Причина – российские испытания у самых норвежских границ, обломки после которых прибывают к берегу. В штабе предупредили, что в таких обломках может оставаться горючее или даже взрывчатка, поэтому людям велели держаться от подобных находок подальше. Венгры против. Киев снова получил отказ и вето от Будапешта. Украину не пропустили к новым переговорам о вступлении страны в ЕС. Будапешт заблокировал целый блок переговоров с Киевом. Речь о кластерах номер 2 и номер 3. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на источники в Брюсселе. Еще 17 июля Венгрия дала добро лишь на кластер номер 3 для Молдовы, но без Украины. И такое разделение большинство стран ЕС не поддержало. А неделей ранее, 14 июля, Украине открыли 6-й кластер, и тогдашний вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка обещал, остальные 4 не будут откладывать на, цитирую, «после лета». Вторая попытка убедить Венгрию утвердить результаты скрининга 2 и 3 кластеров для Украины и Молдовы 22 июля завершилась провалом. Третья попытка запланирована на 1 сентября.
Напомню, из 6 переговорных кластеров для Украины открыты сейчас только 2. Это основы и внешние отношения. Остальные 4 ждут своей очереди. Воссоединение с семьей. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, который попадал в скандалы из-за недвижимости семьи в США, может стать новым послом Украины в Америке и тем самым оказаться гораздо ближе к родным, проживающим во Флориде. Окончательного решения пока нет, но его кандидатура уже рассматривается на Банковой как одна из ключевых. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в офисе Зеленского. Главным преимуществом Умерова называют опыт международных переговоров, оборонных соглашений и непосредственно работу с Вашингтоном. Напомню, прошлой осенью Центр противодействия коррупции опубликовал расследование об американской недвижимости Умерова. В организации утверждали, что Умерову принадлежат 3 квартиры во Флориде, 1 в Нью-Йорке и 4 виллы возле Майами, где, по утверждению расследователей, проживали или проживают родственники секретаря СНБО. В пресс-службе Умерова тогда все опровергли и заявили, что семья Умерова арендует только 1 квартиру, указанную в декларации чиновника. Регион отделяется от страны. Бунт в самом сердце Англии. Народ объявляет независимость от Британии. На карте может появиться новое государство, и оно хочет стать 51-м штатом США. Причина – планы властей. В деревню Пиддингтон в Оксфордшире, где живут всего 350 человек, решили заселить 1250 мигрантов-мужчин, ожидающих убежища. Их разместят на старой военной базе. Выходить в деревню они смогут свободно днем и ночью. С жителями никто даже не посоветовался, пишет Daily Mail, и вместо привычных протестов деревня провела голосование о независимости. Результат почти единогласный – 178 за и всего 7 против. Теперь местный совет ищет юристов и готовит настоящий референдум, а затем делегацию в посольство США. Жители хотят, чтобы о них узнал лично Трамп. К слову, территория Пиддингтона больше Монако и Ватикана. У нас будет 1250 мужчин, многие из культур, где, как известно, совсем иначе смотрят на женщин. И все они заперты здесь без дела. Думаете, я буду чувствовать себя в безопасности, гуляя с собакой одна? Друзья, спасибо вам большое за поддержку. Мне будет приятно, если вы оставите лайк, подпишитесь на канал и будете смотреть другие выпуски, которые уже опубликованы на канале Время Предко. До встречи!